Ку-ку. Проснулась этим утром и из вчерашних заметок записала для тебя подкаст. Прекрасного дня. Послушаешь? Я наткнулась в одном из ресничных пабликов на один пост. Там, значит, пишет клиент. Там обычно мастера пишут, здесь клиент. Значит, о том, что суммы, оплаченные у одного и того же мастера за наращивание ресниц, всегда почему-то разные. Хотя процедуры выполняются одинаковые. Это один и тот же объем, один и тот же эффект, одна и та же длина. В общем, смысл в том, что первичная процедура за одну стоимость, а следующая гораздо дороже. К этому посту достаточно большое количество комментариев. Было срач, конечно, естественно, но я не об этом. Что по этому поводу вообще можно сказать? Начну с основного. Есть первоначальная стоимость работы. Мастер вправе устанавливать свою цену на услугу. Все личные мнения о ценообразовании, о занижении, о завышении оставим для следующего выпуска. Низкая цена или высокая не имеет вообще никакого значения. Она просто есть. Эти цифры, надеюсь, конечно, что они у вас четырехзначные, публикуются в открытых источниках, чтобы клиенты сразу могли их видеть и принять решение, записываться к вам или нет. Либо эти цифры могут высылаться личным сообщением по запросу клиента, что, кстати, очень неудобно, но все же имеет место быть. Итак, нужно сообщить об своей стоимости. Конечно, в обязанности мастера, безусловно, входит озвучивание стоимости процедуры. И вот с этого момента начинается бесконечный лабиринт под названием «Кто кому, сколько, когда должен и должен ли вообще». Частный мастер вы или салон – это по большому счету не важно. Частному мастеру, особенно работающему в одиночку, действительно бывает сложно запомнить каждого клиента. Когда не ведутся записи, когда нет личного помощника или чат-бота, который мог бы взять эту ответственность на себя, огрехи могут случаться. Но про огрехи, намеренные или случайные, я скажу немножко позже. Вот смотрите, в хороших салонах с уведомлениями клиентов все гораздо проще. Этот вопрос решается на уровне управления. То есть мастеров обязывают говорить об окончательной цене. Иначе, если он этого не сделает, эта разница будет просто-напросто высчитана из их заработной платы. Такой административный штраф и удар по кошельку за нарушение правил салона однозначно запомнится мастеру, и он точно постарается такую ошибку больше не совершать. Ну или на крайний случай мастер просто обидится на руководство и поспешит поискать другое место работы, возможно, не с такими строгими правилами. Чего не скажешь о частном мастере. Чем рискует частник? Вот смотрите, он рискует недополучить полную стоимость за свою работу. Да, это неприятно, но клиент имеет право отказаться от доплаты, если по какой-либо причине не был внятно информирован об окончательной цене. Вот наверняка, если не вы сталкивались, то по-любому слышали такие неприятные истории или даже анекдотичные сюжеты, когда клиенты отказываются оплачивать процедуру. Там я слышала и до драк доходило, и до полиции. В общем, кому-то, знаете, страшно, а кому смешно. И второе, он рискует получить все-таки эту полную стоимость за свою работу. И да, это приятно. Но приятно в том случае, когда такая дополнительная трата не ударит по кошельку клиента. Что можно в такой ситуации недополучить? Повторную явку клиента. Заплатить-то он заплатил, но от неожиданности может и обидеться, правда? Но в обоих этих случаях клиент, который ходил к вам из-за цены, только из-за цены, допустим, в чем, кстати, нет вообще ничего страшного, у каждого свои возможности по оплате своих счетов. Скорее всего, такой клиент к вам больше не придет. А стала ли именно ваша забывчивость этой причиной невозвращаемости клиента? Наверняка вы никогда об этом даже не узнаете. Так вот, с забывчивостью здесь тоже интересно. Иногда, знаете ли, бывает очень удобно забывать что-то из раза в раз. И я здесь говорю как раз-таки о намеренном замалчивании стоимости. Когда цена провозглашается после проведения процедуры или когда она формируется в процессе работы, грубо говоря, берется просто из головы
не обсуждается с клиентом и в конце просто звучит как приговор. Здесь, знаете, у вас были ресницы сложные, а здесь у вас доплата за изгиб, а здесь у вас ресницы слишком густые, а здесь они слишком редкие. Ну, в общем, такие все моменты. Это одурачивание чистой воды. Таким, конечно, лучше не заниматься никому и никогда. Одурачивание мастерами клиентов. Но как бы я не любила клиентов и своих постоянных, и новых, и с ситуациями такими сталкивалась не часто, я не стану недооценивать еще один момент, что клиенты тоже могут заниматься одурачиванием. Делать вид, что вообще впервые слышат о стоимости, или в прошлый раз было дешевле, например. Или настаивать, что в прошлый раз там ресниц было больше или меньше, просто для того, чтобы попросить скидку, ну и так далее. Для таких случаев как раз-таки необходимо заблаговременно озвучить стоимость. Хорошо, если у вас сохранится диалог в мессенджере, это очень поможет. Если нет, то придется действовать по ситуации, да? Ну там мочилово или полиция, помните? В таком случае, что нужно делать? Предупреждать о стоимости письменно до встречи и устно, ненавязчиво, но доходчиво проговорить во время встречи стоимость работы. А что клиент, вы спросите, нужно ли клиенту самостоятельно спрашивать о стоимости работы? Ну, вообще не нужно, но желательно все-таки это делать. Это бы упростило обоим сторонам процесс. Все хорошо, ладно, мы разобрались здесь с ценой мастера, она установлена, риски для обоих сторон более-менее ясны, но вопрос еще остался не раскрыт. Почему же все-таки эта первоначальная стоимость могла существенно отличаться от повторного визита? И здесь, значит, какие моменты? Стоимость процедуры могла быть указана со скидкой. В условиях переполненного рынка услуг справедливое, подчеркиваю, справедливое снижение стоимости для привлечения клиентов – это абсолютно нормальная практика. Пользоваться этим инструментом или нет, опять же, мастер решит для себя самостоятельно. Вот почему я говорю справедливое, небольшой автоп. Потому что пониженный прайс может быть лишь видимостью. Это когда, знаете, приходишь на услугу, ну, например, за 2000 рублей, а по факту оплатишь 4. Вот эти скрытые доплаты, не согласованные с клиентом, они могут перекрывать размер скидки и даже вообще иногда и превышать размер этой скидки. Такой порядок расчета, на мой взгляд, достоин только осуждения, и это очень унизительно по отношению к клиенту. Такими методиками, конечно, пользоваться никогда не стоит. И все же, если у вас работает дисконт-система, необходимо дать о ней больше информации и четко вот прописать все правила. И я понимаю, что в своей голове наверняка мастер там уже придумал категории, для кого будет эта скидка, как она будет действовать и так далее. Но клиент об этом может не знать, он же не обязан догадываться, по каким правилам будет работать ваше предложение. Нужно что сделать? Написать это все, опубликовать и отправлять скриптом всем желающим. Как говорится, что написано пером, то не вырубит топором. Уж извините за мои престарелые истины. Вы понимаете, что даже если четко расписать все свои правила приема, наглядно показать, какая будет скидка, что там минус, процент такой-сякой, рассказать о всех нюансах процедуры, вопросы все равно у клиентов останутся. Такие вопросы мастера любят называть глупыми, но они не глупые, просто так устроено. Обилие информации одному поможет самостоятельно разобраться, а другого, наоборот, запутает. Вот и все. Так вот, и еще нюанс повышения цены. Безусловно, рост цен никто, конечно, не отменял. И я еще раз повторяю, каждый мастер выбирает сам свою ценовую политику и то, к каким датам будет привязано изменение этой стоимости, на какую сумму вырастет эта стоимость. Все на усмотрение мастера. И наиболее удобный для меня вариант, который я считаю стопроцентным, это предупреждать клиента лично, что со следующей встречи сумма оплаты увеличится. В таком случае сомнений, что клиент вас не услышал, быть не может, потому что он подтверждает там и устно, и жестами,
что информацию от вас принял, чего нельзя сказать о написанном сообщении. Я, конечно, понимаю, сейчас очень удобно делать рассылку, писать сообщение, но рассылка это хорошо и удобно, но не всегда клиент может правильно прочесть сообщение, если он вообще его сможет прочесть. Часто такие письма, они остаются неоткрытыми или прочитал как-то где-то в попыхах невнимательно и даже забыл об этом. В таком случае конфузов, конечно, тоже не избежать. А еще больше конфуз – это когда повышение прайса для клиента может стать внезапным. Что такое внезапным? Например, это тот случай, когда он долгое время отсутствовал. Вот такая, знаете, приходит такая через полгода по старой памяти, а вы с вас 8500, да? Хотя раньше было 3000. Я сама весной попала в такую ситуацию и все-таки считаю, что это, конечно, моя ошибка была. Нужно было выслать новый прайс повторно, чего я не сделала. Не сделала по известной причине, просто там была в запаре и забыла. Итог предугадать несложно. Клиент потерян. Думаю, что причин, по которым стоимость могла бы меняться, больше нет. И вернемся к началу. Основной вопрос звучал: почему стоимость первого визита значительно ниже второго? Отвечаю. Получается, что при любом из вышеперечисленных раскладов недостаточная информированность приводит к недопониманию между сторонами. Именно недопониманию. Один подумал так, второй подумал так, и договориться не получилось. В общем, весь эпизод — главная идея – недостаточная информированность. Что здесь можно сделать со своей стороны, со стороны мастера? Делать данные о стоимости доступными, скидки прозрачными, оповещения своевременными. А со стороны клиента проявить инициативу и все-таки уточнить, что для вас важно. Думаю, что на этот вопрос ответить мне удалось. И вот еще резюмируя все вышесказанное, могу сказать, что действительно сообщение клиента выглядело достаточно странно. Вот если дословно, да, мы сейчас разберем. Он звучал так, я даже сейчас зачитаю. Объясните, пожалуйста, чем вы руководствуетесь, когда берете первичного клиента за одну сумму, а на второй раз озвучиваете сумму в 2 раза больше? Вот именно так звучал этот вопрос. Ну вообще, что здесь можно сказать? Далеко не все мастера так делают, это во-первых. А второе, поступать подобным образом можно, руководствуясь вышеперечисленными нюансами. Не сообщил, забыл, там, сделал специально, а я думал, что вы знаете, а здесь была доплата, там, а здесь цена повысилась и так далее. И вообще ходить на наращивание, в чем здесь некоторая загвоздка. Ходить на наращивание долгое время, а там речь не об 1-2 месяцах, а гораздо дольше. Это несколько лет. И всегда на втором визите оплачивать больше, чем на первом, ну согласитесь, что это маловероятно. Даже за такое длительное время походов к разным мастерам, ну хочешь не хочешь, выработается привычка, да, уже самостоятельно спрашивать о стоимости. Если, конечно, сообщение это действительно правда. А в остальном я полностью согласна с клиентом. Окончательная стоимость должна быть озвучена. Она не должна быть секретом, впоследствии не должна быть никаким сюрпризом. Время процедуры не должно превышать обещанный мастером тайминг, технология соблюдаться, а ожидания и реальность совпадать. До следующей встречи. Прекрасного дня.